Трувер М1 выглядит так, будто прилетел из 2018 года. Дизайн как у робота с гироскопом, рабочий блок старого типа, смешной аккумулятор на 2600 мАч и другие приколюхи в стиле ретро. Во время обзора мы будем считать накатывающие волны ностальгии. Они будут появляться в углу экрана. Зато в плане функционала Трувер М1 по-настоящему инновационная модель. Производитель убрал торчащую башенку и сделал фиксированный лидар. Он сканирует через глазок в бампере. Высота корпуса сократилась до 76 мм, и теперь Трувер спокойно проезжает под мебелью. Диаметр тоже уменьшили на пару сантиметров, при этом в компактный корпус поместили неслабый моторчик на 4500 паскалей. Как это все работает и работает ли вообще, разберемся в фирменном обзоре Best Robot. Для начала узнаем, что находится в коробке с многообещающими надписями. Таблеточный робот-пылесос, как в старое доброе время. Док-станция с кабель-каналом для укладки шнура от адаптера. Кстати, вот и он сам, с евровилкой. Швабра с установленной салфеткой. Торцевая щетка, которую нужно установить на пылесос. Кисточка без разрезателя. Пригодится для очистки фильтра. Руководство по быстрому запуску. Условия гарантии, можете ознакомиться в стоп-кадре. Инструкция на русском языке. В комплекте ничего лишнего, как и у других роботов в Dreame. Из удешевления только кисточка без ножа, а он бы здесь ох как пригодился. Характеристики Трувер М1 на экране. Сила всасывания почтительная, все остальное минимальное, включая стоимость. Это один из самых дешевых роботов с лидаром на текущий момент. Дешевле только бесплатно, как в телеграм-канале Best Robot, где раз в месяц среди подписчиков мы разыгрываем какую-нибудь вертикалку, робота или мойщика окон. Для участия в розыгрыше нужно подписаться и нажать кнопку «Участвовать». Подборки и детальное сравнение, горячие цены и жирные промокоды, результаты тестов и обновления рейтингов. Все это вы найдете в телеграм-канале Best Robot, ссылка в описании под роликом. Но вернемся к Трувер М1 и его классическому дизайну 2018 года. Плоская крышка с двумя кнопками, задвигаемый контейнер совмещенного типа и бампер с тонированным стеклом в стиле робокопа. И вот она главная фишка Трувера. Небольшая прорезь, через которую проходит лазерный луч. Командирской башенки, которая крутится, сканируя все вокруг, у робота нет, поэтому крутиться приходится ему самому. Зато при такой конструкции высота корпуса всего 76 мм. Без проблем заезжает под низкую мебель. Заодно на 2,5 см уменьшили диаметр. Теперь пылесос спокойно маневрирует между ножками стула. Контейнер 2 в 1. Снаружи бак для воды, а в него вставляется коробка пылесборника. Бак стандартный, с резиновой пробкой и встроенным насосом. Пылесборник с откидной крышкой и клапаном во впускном отверстии. Фильтрация тройная. HEPA-фильтр, сетка и поролоновая прокладка, которую не найти даже у флагманов в Dreame. Парадоксально, но факт. Зато внизу все максимально упрощенное. Датчиков падения 3 штуки, хотя у остальных пылесосов производителя их как минимум 4. Тумблер рядом с колесом. Привет из далекого прошлого. Колеса стандартного размера с протектором. Плавающий раструб с классической рамкой. Без фирменных шторок. Подушечки только в слепых зонах по краям. Турбощетка лепестково-щетинистого типа. К жесткости и мохнатости претензий нет, но торцы несъемные. С обслуживанием придется помучиться, а заменить ее на валик или на нормальную турбощетку не получится, потому что у Трувера она короче на пару сантиметров. Сзади устанавливается небольшая и с виду бесполезная швабра с опорным роликом. Липучки на швабре со всех сторон, в том числе и спереди. Почему нельзя было сделать привычный паз для переднего края салфетки, как у того же Dreame F9, или хотя бы карман, как у бюджетного Midea 3C? Сложнейший вопрос, на который мы не знаем ответа. Такое впечатление, что Трувер М1 отдали на аутсорсинг, как будто его собрали вообще на другом заводе. Нетипичное устаревшее решение, бюджетный пластик, не характерная для Dreame экономия в мелочах. Зато пылесос дешевый, с лидаром и функциональным приложением Dreame Home. После установки и входа в аккаунт сканируем QR-код под крышкой. Ставим галочки, зажимаем кнопки на пылесосе, продолжаем следовать подсказкам на экране и через 1,5 минуты получаем работоспособное приложение. После первой уборки на экране отображается карта, такая же, как у моделей с башенкой. Можно выбирать нужные комнаты, менять планировку, объединять, разделять и властвовать. По крайней мере, пылесосом. Указывать зоны для сухой и влажной уборки, включая запретные. Регулировать мощность подачи воды, количество проходов. Причем все эти параметры устанавливаются для каждой комнаты в отдельности. В дополнительных настройках есть выбор голосового помощника. Есть повышение мощности на ковре, возобновление уборки и блокировка от детей. Без изысков, но все основные функции представлены. Полный список вывожу на экран. Дополнительно хочу отметить, что в памяти Трувера хранится 3 карты, поэтому он подойдет для многоуровневых помещений.
Приложение на русском языке с Яндекс Алисой дружит. Best Robot проверил. Вот доказательства. Алиса, запусти робот-пылесос. Но еще интереснее было проверить, как работает фиксированный лидар. Робот проезжает пару шагов, совершает поворот вокруг своей оси, еще 2 шага, еще поворот и так постоянно. Не уборка, а настоящий танец. В остальном алгоритм работы привычный. Сначала Трувор проходит вдоль стен и аккуратно объезжает шторы. Он постоянно поглядывает на них своим единственным глазом. Траектория уборки вдоль плинтуса не идеальна, но необработанных участков не остается. После периметра пылесос принимается за основное пространство, которое проходит зигзагами. По черному ковру катается свободно, при этом с датчиками падения все нормально. Со стола пылесос не падает, лестниц не боится. Проходимость порогов хорошая. Даже с установленной шваброй легко перебрался через 20 мм. Еще и сделал пару пируэтов прямо на перекладине. Но изящества роботу все-таки не хватает. В сушилку врезается на полном ходу. Потом пытаются переехать через трубчатое основание. То же самое с ножками стола. Если Dreamy F9 Pro заблаговременно притормаживал и обходил их с минимальным касанием, то Трувор смачно ударяется лбом и лишь потом начинает маневрировать. Коробку замечает и обметает, но все равно сдвигает. Навигация хоть и неплохая, но заметно уступает конкурентам с башенкой лидара. Но главная претензия к уборке в комнате. Хаотичный режим повышения мощности. Трувор повышает ее, когда вздумается, независимо от наличия ковра или степени загрязнения. Во время уборки тестовой комнаты он самопроизвольно повышал и понижал обороты 4 раза. Если вы уже стали счастливым обладателем этого пылесоса, напишите в комментариях, у вас тоже так работает данная функция или это мне достался капризный экземпляр? Уборку в доме подопытный выполняет в строгом соответствии с планом. Он убирает покомнатно, проезжая каждую комнату по периметру, а затем змейкой. Проходит все локации, не оставляя неубранных зон. На максимальной силе всасывания аккумулятора хватило на 73 минуты, за которое было обработано 66 квадратов. Скорость уборки ниже среднего из-за танцевальных движений. Но они не помешали роботу справиться с поставленной задачей. В контейнере шерстяной комок, пыль, мелкие и крупные соринки. У большинства аналогов максимальный уровень шума 70-72 дБ, но Трувор работает тихо 53-58 дБ, в зависимости от выбранного режима. И это при силе всасывания в 4500 паскалей. Однако причина сниженного шума отнюдь не в улучшенной шумоизоляции и не в том, что в бюджетный пылесос поставили мотор второго поколения. Щелевой тест показывает, что сила всасывания не такая уж и высокая. Трувор M1 зачистил небольшую полоску 2 мм, более глубокие щели остались нетронутыми. Для сравнения, у Dreamy F9 Pro паскалей на коробке всего 2500 и раструб полноразмерный. При этом робот справляется со щелями до 8 мм включительно. Несмотря на скромное разрежение воздуха, трубощетка бодро загребает наполнитель жесткими ламелями, заметает крошки густой щетиной. Даже в сложной оперативной обстановке наш Кутузов показал неплохой результат – 95%, хоть и оставил соринки по всей площади. Торцевушка стандартная, работает так же, как все остальные. Мусор остается в 2-сантиметровой зоне на стыке плинтусов, ну и немного по сторонам. Плавающая трубощетка хорошо заметает песок. Недоработки первого прохода старается исправить на втором. Открываем сундук Билли Бонса. Золотишко могло бы быть и больше, но все равно улов неплохой – 95%. На ковролине уже возникают сложности. Турбощетка не успевает забрасывать все соринки и начисто убирает только в центре стенда. Мелочевка разбросана по всей площади, а на периферии много крупы и кусков наполнителя. Циклоп остался голоден – 91%. На мохнатом ковре результаты еще слабее. Миньон отчаянно гребет своей лапкой, крутится на месте, но собирает мусор только на поверхности. Достать из глубины не хватает сил. В целом, Трувор M1 достойно справляется с сухой уборкой, качественно убирает ламинат и поверхность ковра, хоть и уступает Dreamy F9 Pro. В процессе тестов на щетку наматывается немало волос, которые придется срезать подручными средствами и выковыривать возле торцов. В телеграм-канале я рассказал, с помощью какого приспособления это можно сделать быстро и легко. Ссылку оставлю внизу. Одновременно с сухой уборкой Трувор может вытирать полы. Расход воды стандартный. Порядка 3 мл на квадратный метр. Соответственно, бачка хватает на 73 квадрата. Никаких специальных режимов не предусмотрено, обычные зигзаги. По присохшим пятнам робот проехал сухой салфеткой, но она промокает быстро и через 1,5 минуты начинает вытирать кофе. Середину стенда удалось привести в порядок за 4 прохода. Еще 2, чтобы улучшить результаты вдоль стен. Чудес не произошло, пятна все равно остались в пределах 6 см вдоль стен и в пределах 10 в углах.
Присохший сок заранее смоченной микрофиброй Truewear отмыл буквально за 2 прохода. Еще один запуск понадобился для пристенных зон. Но самый информативный тест – грязевой. Сейчас объясню почему. Вот как выглядит швабра после первого рабочего цикла. Видно, что она работает всей площадью, даже несмотря на опорный ролик и скромные размеры салфетки. Ворсинки полностью забились грязью. Но на следующий уровень качества выйти не получилось. Я запускал пылесос еще несколько раз. Убрать грязевые разводы он так и не смог. Швабра прижимается к полу слишком слабо. Подведем итоги. Dreamy Truewear M1 приплыл в 24-й год на волнах ностальгии. Таблеточный дизайн, классическая рамка трубощетки, грубоватая навигация. В сборке и материалах чувствуется экономия, не характерная для производителя. Зато в плане функциональности все в порядке. Робот строит точную карту, делит на комнаты, есть все базовые функции. Правда, повышение мощности на коврах работает неадекватно. Truewear не такой мощный, как заявлено, но по уборке гладкого пола не уступает моделям среднего класса, чего не скажешь о коврах, на которых пылесос оставляет много соринок. Влажная уборка превзошла ожидания. Швабра хоть и небольшая, но быстро справляется с пятнами кофе и сока. По системе оценки Best Robot Truewear M1 набрал 52 балла. Хороший вариант для небольших квартир с ламинатом и низкими проездами под мебелью. Но соблюдаться должны все 3 условия. В остальных случаях предпочтительнее Dreamy F9 Pro или старый Dreamy F9. Хотите узнать, какое место занял Truewear M1 среди протестированных пылесосов? Заходите в телеграм-канал и смотрите актуальную версию рейтинга. Там же я выложу лучшую цену на эту модель. Спасибо, что досмотрели до конца и поставили лайк под роликом. На этом у меня все. Пока-пока и до новых обзоров!